Добро пожаловать обратно в челлендж "Пекарня в наследство". Мы возвращаемся после долгой паузы для того, чтобы уже начинать сворачивать наш челлендж, так как, в принципе, все основные моменты мы уже сделали. Нам осталось открыть всего 2 комнаты, все остальные комнаты как бы мы уже можем спокойно открывать, только платить за них за каждый. То есть все условия, которые нам нужны, мы уже сделали. Нам осталось открыть лишь кабинет, для которого нужна логика. И я для этого выбрала разговора такой вот вид. Как вы помните, в прошлой серии я пожаловалась на то, что у нас случился мор в пекарне, и я путалась в показаниях, сколько человек у нас погибло. В итоге 6. Я нашла 6 урночек, которые я превратила вот в такой вот странный садик. И не знаю, почему я решила это сделать, но что-то в этом есть. Вы знаете, какая-то такая черная эстетика в этом есть, можно так сказать. Ладно, давайте все-таки перейдем к нашим барышням, которые у нас тут в хорошем настроении, которые готовы работать. Сейчас мы их найдем. Вот. Интересно. Давайте сразу его на продажу выставим, потому что, видимо, кто-то из них готовил, но... Почему я сняла с продажи? Но, как обычно, я прошляпила этот момент и не выставила на продажу. Так вот, в прошлой серии я тоже говорила о том, что я покажу, как я преобразила наших персонажей. Но на самом деле я не так уж сильно преобразила персонажей, чтобы, в общем, занимать ваше время. Единственное, что я нашей Зои немного поменяла причесочку. Я хотела сделать ее немного более взрослой. Я, в принципе, справилась с этим, мне кажется, потому что у нее был такой объемный кудри, такие более свободные. Сейчас у нее такая более собранная причесочка. Я очень, кстати, люблю вот эту прическу с корешечкой, такая волнистая. Я сама так люблю носить. По одежде практически ничего не поменялось, потому что особо выбора так нету. Хотя вроде одежды много, но что-то как-то мне не понравилось. Так вот, наши девочки хорошо поработали. Где-то наша старшая барышня, по-моему, она была где-то в ванной. Да, вот она стоит, ждет. Собатя. Наша собатя здесь. О чем-то мечтает, что-то там думает. Ну, ладно. Ну и ладно. А что у меня на ногах? Что-то я... Мне кажется, я не давала такие тапки. Надо было, наверное, в теплое переодеться. Я все никак не приступлю к тому, что мы сейчас будем делать. А сейчас мы будем делать открытие нашей гостиной, потому что мы для этого готовились, у нас есть и навыки. Мы должны были комедию прокачать, и у нас как раз-таки уже 6-й уровень. Собственно говоря, это благодаря нашему микрофончику, который я купила. Она достаточно быстро прокачалась за счет микрофона. И, кстати, я не хочу его убирать, потому что у наших посетителей было хорошее настроение, там ей хлопали, им нравилось, и они как-то, мне кажется, бодрее покупали нашу выпечку. Вот, мне, короче, понравилось, как это все органичненько, мне кажется, получилось. А еще у нас продолжают, к сожалению, воровать наши вышивки. Это очередная свежая. У нас в итоге я выставляла около 5 вышивок. Купили у нас, официально купили всего одну. Вы понимаете? Одну купили, и все. Все остальные у нас, к сожалению, своровали. Ой, ой-ой-ой, это надо убрать. Пардоньте, я не видела. А, это последняя попытка, такая уже просто, ну, чтобы было. Вот, в общем, я прекращаю этот эксперимент. Еще у меня на этом участке опять куча багов. Я не знаю, почему-то у меня с общественными участками прям не везет. То есть те, кто у меня живет на них, у них регулярно проблемы. Вот здесь у меня проблемы с холодильником, потому что вся еда, которую я туда кладу, обычная еда, она пропадает очень быстро, если я, большие порции делаю. С изысканной кулинарией здесь как-то не задалось. Вот. И, как видите, у нас воруют вышивки. Хотя вы мне писали, спасибо большое, вы проверяли, что у вас такого нету. Ну, короче, с моей версией что-то не так. И это еще один повод, собственно говоря, прекратить это все дело и перейти на другие челленджи. Снова возвращаясь к тому, что мы сегодня будем делать. Простите, я немножечко такая расфокусированная, потому что очень много чего хочется сделать, и уже быстрее и скорее. Из-за этого я прыгаю с места на место. Так вот, мы комедию прокачали, я сказала об этом. И мы можем открыть вот эту гостиную. Да, мы сейчас все тут поубираем. Мы еще коридорчик приведем в порядок. Коридорчик. Денег у нас, кстати, не так уж много, ну хватит. У нас 7000, мы так хорошенечко поработали. 35 проданных предметов, но это на самом деле практически несколько дней было. То есть я не закрывала вообще пекарню, у меня шли продажи, шли продажи. Ну, то есть у меня девочки по очереди спали, обслуживали посетителей. В общем, как-то так. Кстати, у нас тут целая 1000. Сейчас, подождите, мы сейчас немножечко побольше денежек себе сделаем. Мы можем... Вот, массовая продажа. Я люблю эту массовую продажу.
Вот, ну давай, иди, пожалуйста. Мы сейчас переведем денежку, у нас будет целых 10 тысяч. Это будет круто, нам этого точно хватит на небольшой холл, зал, гостиную, что-то такое более-менее комфортненькое, мне кажется. Так вот, нам остается только кабинет, для которого нужно прокачать логику. А логику мы, я так понимаю, можем только за счет шахматного стола. И больше ничего. О, класс, так, переводим деньги. У нас даже чуть-чуть останется. Но мы все подчистую, на самом деле. Так, нет, отсюда сюда. 3000. Подтвердить. Вот. У нас десяточки. Отлично. А, Так вот, я не знаю, кроме как этим шахматным доской, как еще можно прокачать логику? Я уже не помню, если честно. Там есть какие-то способы, но я думаю, что, скорее всего, просто мы в гостиной поставим эту шахматную доску где-нибудь здесь, потому что у нас, в принципе, как-то так маленькое достаточно пространство. У нас получилось, что спальня больше, чем гостиная. Ну, я когда делала эту планировку, она, в общем, очень странная. У нас здесь еще детский кабинет. Вот, мы кабинет будем открывать. То есть у нас здесь еще ванная, у нас здесь еще коридор. Но по сути, в принципе, все. То есть отдельного какого-то квеста по детской комнате, детской спальне, точнее, нету. Соответственно, мы можем ее и так открыть. Просто заплатить как за спальню, просто вторую, и все. Вот. Поэтому после того, как мы сейчас прокачаем логику, мы сначала оборудуем нашу гостиную, потом мы прокачаем логику, мы будем продолжать продавать наши предметы, чтобы у нас было чем обставить наш кабинет. И, скорее всего, я думаю, мы в этой серии успеем открыть кабинет, а в следующей уже, я думаю, что я тут поиграю без вас, накоплю денежки, и мы завершим вообще весь ремонт. То есть я хочу снаружи здесь немножко переделать, то есть повесить больше растений, здесь какие-то деревья все-таки поставить, ну, в общем, как-то привести это в порядок. Убрать, наконец-то, эти мусорки, которые очень сильно мешают, на самом деле они создают такой некрасивый вид. Вот здесь нужно тоже привести в порядок, потому что я тут городила городушки, и в итоге, в общем, ничего не получилось. Надо просто сделать какой-нибудь спокойненький задний дворик. Соответственно, в общем, надо просто подкопить денег и, скорее всего, создадим вот такую вот угловую улицу, чтобы... Ну, кусочек угловой улицы, я имею в виду. Нужно, кстати, какое-то покрытие получше, наверное, посмотреть, чтобы оно больше сюда подходило. Просто я думаю, что вот здесь тоже закрыть. Ну, короче, у нас будет глобальный ремонт, и будем завершать.
что ж, возвращаемся в нашу жизнь, в нашу пекарню, и мне кажется, что мне удалось создать райский уголок практически. Я немножечко перестаралась с растениями, как мне кажется. Я вот эту штуку стала сейчас очень часто ставить, потому что она классная. Она занимает много места, то есть если у вас какое-то пространство такое неопределенное, вы не знаете, что туда поставить, вот эта штука с висящими горшками, она прям идеальна, мне кажется. Еще у нас тут притаились грибочки, и раньше я почему-то, ну, как перед этим, на вот эту полочку выставляла какие-то объекты, ну, как что-то ее, короче, захламляло, а сейчас понимаю, что вот так просто чистенько, без ничего она очень хорошо смотрится, потому что как бы она так и задумана, мне кажется. Ну, то есть как декоративная больше, а не как полочка. В общем, мне очень нравится, как получился коридорчик. Это у нас коридорчик. И здесь у нас тоже кое-что есть. Правда, с декором, ну, не очень получилось. Вот, тем более, что я еще, кстати, забыла заплатить за эту комнату. Нам нужно 500 симоленов. Мы заплатим. Сейчас мы подзаработаем и заплатим 500 симоленов. Это не так уж много. Что-то у нас было такое супер дорогое, 4000 или что-то такое. А потом все не очень дорого. В общем, здесь у нас тоже еще телек, и там тоже у нас, кстати, телек есть. У нас телеки везде есть, на самом деле, почему-то их очень много. Вот. И мне кажется, получилось так симпатичненько, желтенько, насыщенненько, пока вот видите, все здесь пустое. Ничего, мы подзаработаем денег, мы повесим сюда картины, туда картины. В общем, картины повесим здесь, кучу всего расставим, и будет симпатично. Так, я считаю, что пора открывать на самом деле ам, нашу пекарню. Давайте-ка. Ну и вот, как его, наконец-то, шахматный столик я тоже купила. Сначала я его поставила в комнате, а потом подумала, что, ну, как бы зачем? Давайте попробуем купить рекламу. Слушайте, мне прямо интересно. А почему краткосрочная кампания в интернете? Всего 257 миллионов. Ну, давайте, у нас есть эти деньги, мы можем себе это позволить. Я открою магазин и садись тогда играй. А ты, наша мамочка, давай-ка тебя все-таки переоденем, потому что ты, наверное, нам сейчас скажешь о том, что ты замерзла. Потому что я заметила, что не осенью все равно ходят в теплой одежде почему-то, хотя уже можно, думаю, не ходить. Так, где у нас нет жаркое, холодное. Давайте-ка, ну вот это оденем. И я хотела глянуть, что у нас здесь в холодильниках. Давайте отпустим, пока они тут все сделают, пока закажут рекламную кампанию, пока откроют магазин. Много времени пройдет. Я хотела посмотреть, потому что в этих-то холодильниках понятно, что там есть, а в этих непонятно. О, слушайте, здесь не так уж много всего осталось. А это по кусочкам или у нас целый? У нас целых. А почему они два разных в одном? Это как-то странно. Желатиновый торт «Радуга» и фруктовый торт отдельно. Как-то странно. Непонятно, зачем оно надо. Ну, давайте тогда что-нибудь еще испечем. У нас торт «Вулкан» хорошо пошел по кусочкам. Так что давайте-ка его, наверное, мы сейчас и испечем. Я назначила 2 торта «Вулкан», но почему-то второй никак не появляется. Очень странно. У нас уже получен навык логики, у нас запущена рекламная кампания и открыт наша пекарня. Да что ж такое? Почему я наш и наш говорю? Почему мужского вроде пекарни? Это же она вроде бы. Что такое? А, вот, появилось. Что-то странно, как-то очень долго все это происходит. Странненько, странненько. Ну ладно, бывает. Так, ну, в общем, я решила шахматную доску здесь поставить, чтобы, возможно, к ней присоединялись. То есть это как одно из развлечений в нашей пекарне. Потому что, мне кажется, чем больше развлечений, тем интереснее нашим товарищам. Здесь я, кстати, периодически предлагаю услуги вот за этим столом или за массажным. Вы знаете, периодически кто-то подходит. И ранее я говорила о том, что нет, невозможно нормально зарабатывать этим делом. Но если просто так стоять туда, а вот йогой, что-то я перед этим тоже такая говорила, что не-не-не. И вы знаете, в новом челлендже я поняла, что очень даже да. Особенно, когда у вас вообще нету денег, а за счет того, что каждый посетитель йоги, которого вы приглашаете, это чуть больше 100 миллионов, это практически золотая жила, потому что вы можете даже 2-3 человека, это уже приличная сумма выйдет. Это просто я здесь немножечко заелась в этой пекарне, и мне кажется, что типа 400 миллионов за там сколько, практически 5 часов, если симошными часами размышлять. А что происходит? Почему они здесь просто стоят? Какая у нас стильная барышня, смотрите. А, это Космодогод. Привет, дорогуша. Я тебя знаю еще с первых Симсов, когда ты была еще маленькой. Слушайте, она так стильно одета. Крутяк.
А еще наша мамочка очень стильно одета. Я даже что-то не помню, что у нас такая курточка была. Смотрите, какая она такая классненькая. С отворотиками. Там внутри, видимо, или жилеточка, или свитерок. А, это свитерок, слушайте, вот. А рукавчики видны. Этот, не жилеточка, а что, рубашечка еще внизу. Так, что к нам никто не приходит? Я не поняла, почему они там все тусят, и никто не приходит. У нас же вроде бы открыто. Вроде бы у нас все хорошо. Я ни от кого не закрывалась. По крайней мере, пекарню-то точно. Так, ну что ж, после небольшой перезагрузки у нас случилась проблема с тортами и пирогами. Пришлось заново, в общем, их переделывать. И я не знаю, в чем проблема. Зато к нам пришли посетители. Они перестали тусоваться вот здесь вот. Ну, они там еще появляются, но все-таки они начали заходить внутрь, что не может не нравиться. Тем более, что мы еще и заплатили за дополнительную рекламу. Они прям должны к нам толпой валить, а они как-то там кучковались, и мне это не сильно нравилось. Так, и мы сейчас все-таки пополним наш холодильничек. Вот. А ты не хочешь? А почему к тебе никто не присоединяется? Расскажи мне, пожалуйста, такую интересную вещь. А, вот ты можешь... Лиза Панкейк, ну пусть она присоединится, мне даже интересно. Умникон нам не нужен, на самом деле. Мне кажется просто, что когда они в компании прокачивают навык, оно как-то быстрее, веселее происходит. Ну, как-то, в общем, поинтереснее этот весь процесс происходит. Поэтому давай-ка ты с кем-нибудь в паре это поделай, а потом сходи в туалет. Вы как раз закончите партию, я думаю, будет самое-самое время. Так, наш вулкан там готовится. Так, а что ты вот, тетенька? Ты так подозрительно смотришь на нашу вышивку. Ты ее хочешь украсть или ты ее хочешь купить? Это две большие разницы. Нам нужно точно знать. Он прям на нее так смотрит. Я не знаю, почему такая у меня проблема с этими вышивками. Их, короче, выгоднее всего продавать через продавито, потому что так просто, если вы ее продадите, она там будет стоить, вот это большое такое обруч, около 150, ну где-то до 200 миллионов. На продавито же вы такое кольцо можете продать, ну, обруч точнее, вот 137 всего, вообще очень мало. А на продавито за такое можно выручить 400, а то и 500 миллионов, ну как бы прилично. Так, наконец-то наша Лиза села. Элиза, простите, Панкейк. Вот эту семью я не знаю. Я хорошо знаю семьи, которые были вообще в первых Симсах, потому что вторые, третьи Симсы, я в них играла, но уже не так подробно, мне кажется, потому что это было уже, когда я была в старших классах, и мне немножечко не до этого было. А вот первый я поюзала очень активно. У меня они еще были на диске, вообще без каких-либо дополнений, там просто было вот несколько семей, по-моему, всего один город был, и там несколько голов было, то есть нельзя было отдельно прическу выбрать, отдельно там лицо, все было в комплекте. Отдельно тело, по-моему, тоже, и верх, и низ сразу весь вместе. В общем, ну, это было прикольно, на самом деле. Я немножечко даже скучаю за той стилистикой, когда еще нельзя было тоже цвет предметов поменять. Ну, то есть у тебя, если один стол, он один. Если у тебя два стола, ну, у тебя есть хоть какой-то выбор, но на этом все. Чего ты тут стоишь, тупишь, на самом деле. Ладно, пусть она сама разбирается. У нас здесь движня пошла, не пошла. Что-то как-то все так вяленько, никто ничего не покупает. Ну, как-то так. А ты у нас тоже панкейк? Нет, ты зевака. Эви Дельгато. Дельгато. Интересно. Красивая фамилия. У меня что-то детей много. Вот она же подросток, да, Кассандра Год. Подросток. Она еще в клубе состоит. Лига авантюристов. Вы посмотрите на эту девочку. Какая она. Так. Она еще попутно болтает. Ну, не надо с ней болтать. Она зевак, она не будет ничего покупать. А вот это что за ребенок у нас? Любит общаться. Сия Парик. Ребенок. Окей. Так, сколько мы уже часов открыты, и ни одного у нас пока 4 часа. Ну, на самом деле, 4 часа. А это так и стоит. Мне кажется, мы только что от нее отходили, она была точно так же. В точно таком же положении. Что это такое? Почему так это все долго происходит? Непонятно, вообще совершенно непонятно, что происходит. Ну да, она же идет, у нас же нету там духовки специально, чтобы она здесь готовила на глазах у посетителей, чтобы они видели, что все ручная работа. Мы нигде ничего не покупаем, все свежее, ароматное. Вот оно, произведенное в 2 метрах от вас. Все ингредиенты свежие, прекрасные и замечательные. Мы ничего не подмешиваем в наши булочки и тортики.
Так, надо, кстати, будет еще немножечко доделать саму пекарню. В общем, на самом деле много чего еще надо доделать, потому что первый этаж, на первом этаже готова только вот эта вот часть, потому что вот тут уже нужно доделать, и кухню нужно немножечко доделать, то есть какие-то элементы тут раскладывать. Ну, в общем, есть еще над чем поработать, потому что на втором этаже тоже спальня очень печальная, на самом деле. Мы ее открыть-то открыли, этот, кровать поставили, и на этом как бы все. И вот тут тоже надо доработать. А третий этаж мы вообще даже не касались его. И мне кажется, здесь как-то очень печально. Здесь все нужно переделывать. Вот. Ну, у нас пока детской нам не надо. Ну, могут, кстати, наши девочки разъехаться. Кто-то из них может на третий этаж пойти. Наверное, скорее всего, это пойдет Зои наша, потому что маму гонять на третий этаж, ну, это как-то не очень прилично. Я думаю, она бы уступила спальню на втором этаже. Вообще было бы хорошо на первом этаже, но на первом этаже у нас точно не хватит места. Так, слушайте, ну к нам кто-то, во-первых, пришел, мужчинка к нам пришел, покупатель. Это не может не радовать. Так, ты довышивала? Владелец магазина для садоводов Агата Толстопятка. Ты довышивала или нет? Вот еще у нас кто-то стоит. В общем, надо вот это дерево тоже убрать, потому что оно бессмысленное на самом деле. Ну, в смысле того, что здесь конкретно здесь, оно немножко бессмысленно, потому что я его приобретала специально для того, чтобы у нас было больше вариантов вышивок, потому что птички всегда дают схему вышивок. Вот. Но, как видите, у нас вышивки крадут, и я не вижу смысла в них. Так, ну, наконец-то, слушайте, не прошло 350 лет. Сколько часов она его готовила, этот торт. Надо будет потом его разобрать на детальки. Надо будет на порции загрузить в холодильничек, чтобы мы могли побольше заработать, потому что, по-моему, каждая порция там около 400 миллионов. Я считаю, это очень даже хорошо, на самом деле. Ну, в смысле того, что приличная сумма, а нам нужно побольше денежек зарабатывать. Так что, кто что? Минус. Я думала, у нас что-то кто-то купил, а это минус. Нет, я так не играю. Ну, в смысле, я играю, но не играю. Так, а что ты просто сидишь, что ты не прокачиваешь навык? Я не поняла. Ты уже кушать хочешь? Что у нас там с навыком-то? Он качается или не качается? Кулинария, вот логика. Так, и чего? Чё не качается-то? Вы же вроде там сидите. Или вы тупите? Так, а чё у нас тут вот? Ну, вот обсерватория, этот Лилит Нет, прости, пожалуйста. Ну, начал опять прокачиваться. Что это было, интересно? Короче, самое комфортное и самое... Да что ж такое? Нет, я не разрешаю. Ты же, наверное, домой придешь, а не сюда. А так вот, никак мне не дают ничего сказать. Я не нравлюсь этой девочке. В смысле, Зоя не нравится этой девочке. Зевака, ты чё вообще? Да, слушайте, она прям Она злюка. Маленькая злючка. Это неприятненько, если честно. Вот, а еще я думала, что здесь сделать все-таки загородку, ну, то есть, как это называть? Короче, половинку этого загородить, здесь сделать дверь, потому что все-таки такое прям сильно открытое пространство. Ну, это, конечно, прикольно, но не так уж сильно. Короче, немножко перестрою я, наверное, это дело, но пока не знаю точно как. У нас всего одна логика, вот вторую мы никак не добьем, а нам нужно целых 5. Целых 5, вы представляете? Ну, потом, кстати, повеселее немножко идет. Ну, хотя я все время так оптимистична, что веселее пойдет. Сейчас вот еще чуть-чуть, еще немного и пойдет веселее, но по факту очень редко это происходит. Но я стараюсь быть более-менее оптимистичной. Вы не поверите, сейчас час ночи, мы только закончили с пирогами. Вот она забирает последний кусочек, кладет к себе, и она уже уставшая, хочет спать, наверное. Хотя нет, вроде как нормалек. Слушай, ну так, подуставшая. А еще вы видите, сколько посетителей? И угадайте, сколько у нас было продаж за это время? Ни одной! Ни одной продажи! Мы открылись 17 часов назад. Мы оплатили рекламу. Я хотела вообще-то заработать денег, чтобы завтра уже можно было... что там можно было? В смысле того, что открыть кабинет, короче, и чтобы его отремонтировать. Потому что здесь у нас 42 миллиона, здесь у нас 151 миллион. Шикарно вообще, шикарно. А еще она по-прежнему сидит и играет с панкейком, с этой... Что она? Элиза, панкейк. И она только-только пересекла второе. Логика. Вот, всего 2 логики.
Это какое-то сумасшествие. Почему все так медленно происходит? Это какой-то кошмар. Меня это вообще не радует. Меня не радует, что мы 17 часов открыты. 17, вы понимаете? Уже ночь. Они уже спать должно, всем пора. Но я принципиально не буду, кстати, закрывать пекарню. Кстати, неплохо себя чувствую. А как она сходила в туалет, если она не ходила в туалет? Что? Что вообще происходит? Она все время сидела здесь. То есть, ну да, окей, окей. В общем, это какой-то кошмар. Это какая-то странная ночь. Так, подождите, мы же набрали этих кусочков торта. Или все ждут вулкана, что мы такие ждали, пока как ее, Катарина наконец-то его приготовит, загрузит в холодильник, и сейчас его начнут расхватывать. Я не знаю, что это такое происходит. А почему ты весь взяла? Я не поняла. Тут 16 кусков, у нее целый пирог еще. Что происходит в этом мире? Или челлендж начал мне мстить за то, что я хочу его уже к завершению подводить. И он такой: я тебе не дам ни заработать, ни нормально вообще существовать здесь. Я тебе буду ставить палки в колеса бесконечно. Это у меня единственное оправдание для этого, для этой ситуации. Ну, если еще собака что-то хочет, она не в настроении. Ладно, давайте увидимся утром. Сейчас они немножко поспят, покушают, сходят в туалет. Но пекарню я принципиально теперь не буду закрывать. Мне прям интересно, во сколько произойдет первая продажа, во сколько, ну, по времени. Когда это произойдет? Когда 24 часа или 20 или 32? Посмотрим. Давайте проведем эксперимент. Слушайте, вы будете смеяться, как только я перестала с вами общаться, ну, в смысле того, что перестала записывать, короче, я сказала, что встретимся утром, давайте посмотрим, через сколько мы купим. Я еще пошутила на тему того, что все посетители ждут, пока принесут торт «Вулкан». И как вы видите, по времени буквально прошло симошных там полчаса. И что вы думаете? Вот что вы думаете? Торт «Вулкан», торт «Вулкан». Это просто какой-то... это невозможно было предугадать. Честно, я пишу в живом, в этот формате. То есть я не могла это предугадать. Реально, вот буквально. Реально, вот буквально вы видите, что, точнее, слышите, что я даже не могу нормально сформировать свои мысли, потому что это настолько сюрреалистично. Вот почему вы все хотите в туалет, вы все хотите спать, но у нас есть туалет, у нас есть где отдохнуть. Ну, короче, у нас все есть, но никто никуда не ходит. Все, никто больше не будет покупать торт «Вулкан». Ну, а чё ты вышла вообще сюда? Странно, барышня. Да, я понимаю, что ты спать хочешь, но я думала, что ты сначала покушаешь, потому что ты хочешь кушать, и ты хотела вообще в туалет, и ты была в туалете, но ты не сходила в туалет. Это как-то очень странно. Слушайте, ну я буду смеяться, если сейчас еще кто-нибудь купит торт «Вулкан». Мне уже прям интересно. И, собственно говоря, первая покупка у нас произошла на 18-м часу, и мы заработали аж 800 симоленов. Ну, этот торт, он, конечно, такой. А почему, интересно, у нас один... Это, наверное, кусочек 300, а целый торт... Нет, она не могла целый... там был целый торт. В общем, не знаю, видимо, как-то... Все, она хочет спать, короче. Ну что, кто-нибудь еще купит «Вулкан» вообще или нет? Слушайте, ну прям Они прям присели Ну, я же говорила, что это будет такая развлекалка, но теперь нужно, оказывается, забивать место себе, чтобы попасть вообще за свой же шахматный стол, для того, чтобы прокачать логику. Она передумала идти спать, она сейчас придет, будет готовить. Какой кошмар. Ну что, никто ничего? Нет, нет, да, нет, никто не хочет. Блин, я так обрадовалась. Я вот, видите, решила даже включиться, чтобы вам рассказать, как у нас тут начались сумасшедшие продажи. А они не начались. Опять не начались. Это была обманка. Это был наглый обман. И мне вот обидно, потому что мы же заплатили за рекламу. Я думала, что все-таки как-то будет поинтереснее. А почему мы зависли? Отвисли. Вот. В общем, повторюсь, эта сохранка почему-то собрала опять кучу всяких нехороших вещей, она сейчас уснет. Бедолага. Кучу всяких багов непонятных, и меня это расстраивает, потому что невозможно нормально играть. Вот, но ничего. Все-таки давайте встретимся утром, когда будет светло, приятненько, все будут выспавшиеся. У нас дождь начался. Шикарно.
как вы помните, буквально пару секунд назад для вас это было, мы начались наконец-то продажи, в общем, нашей пекарни, и я вам могу сказать, что они продолжились. И мы опять вулкан продали, опять вулкан продали, опять вулкан и опять вулкан. То есть раз, два, три, четыре, пять. Ну, короче, все продажи это только вулкан. Пять предметов реально ждали вулкана, когда мы его поместим в холодильник. До этого было как-то грустненько. А еще я по-прежнему не закрыла магазин, но нам сообщили о том, что рекламная кампания закончилась. Посещаемость магазина будет ниже до тех пор, пока вы не оплатите новую кампанию. Но я не могу сказать, что она была выше, чем была. Кстати, у нас за это время никто из вот этих холодильников ничего не купил. В общем, как-то странно все это происходит. А еще мы возле мусорки обнаружили мусорное растение, которое она вырвала и бросила почему-то. Вообще хотела, чтобы она я забыла, что у нас здесь есть, как его? О! Что? Что это произошло? Сразу несколько покупок. Э, Так, подождите, еще 2 вулкана? Что? Это целые торты, наверно, слушайте. Прям вулкан- это наше фирменное блюдо. У нас просто можно называть пекарня "Вулкан". Я хотела, чтобы она собрала немножечко растений, в смысле того, что пополнила свои запасы, хотя у нее там вроде много, но за счет того, что у нас сейчас в основном мама готовит, ей надо, чтобы постоянно были запасы овощей, фруктов и всего прочего. А еще у нас тут оказывается, я что на тебя нажала, что это такое? А, Умерли несколько растений. Так, подождите, собрать весь урожай. И полей, пожалуйста, все. Полить все. Вот, у нас тут несколько растений, короче, приказали долго жить. Нет, это нормальное. Вот, по-моему, вот это, да? Подождите. Так, нет, что-то не то. Почему? Вот, убрать все погибшие растения, прополоть. Так, прополи. Что-то как-то пасмурно, так уже 9 часов утра, а у нас пасмурно. У нас сегодня весь день так, наверное, будет. Да, прохладно, облачно, возможно, дожди. Но это осень, шо поделать. Наша Зои, она там отсыпается. Я ее еле уложила спать. Она не хотела спать. Ну, в смысле того, что она хотела спать, но никак не могла дойти, потому что она еще хотела есть, она еще хотела в туалет. В общем, как-то все немножечко сложно было. Я её еле уговорила. Мне Да, ты нам уже сообщала о том, что рекламная кампания закончилась. Мне так нравится вот этот коридор, он так классно получился, мне кажется, с этими деревцами, с этой полочкой. Надо единственное, что поменять, наверное, цвет ножек. Мне кажется, как-то немножечко, наверное, коричневый надо под вот эти деревья, потому что здесь зеленый, здесь прозрачный, и как-то вот этот светлый немножечко не вяжется. Хотя он хорошо перекликается с окном, но окно у нас прикрыто. В общем, не знаю, наверное, возможно, наверное, я что-то поменяю. Плюс у нас вчера так толком мы не прокачали нашу логику. Я думала, что мы буквально за день-два справимся, но как бы нет. Но зато у нас низкий уровень чего там досуга, а досуг вроде бы поднимается, когда мы начинаем играть в шахматы. И, в общем, можно интеллектуально поднимать свой досуг. Так, ты тут у нас хозяйничаешь, хорошо. Давай посмотрим, что у тебя там есть, чего у тебя нету. Птички летают, мы их спрячем, наверное, куда-нибудь. Ого, 95. Зачем я это сделала? Ну, ладно, пусть будет. У нее достаточно овощей и фруктов было, но я так на всякий случай все-таки решила. Так, ну что, наши самые вонючие гости, я так понимаю, ушли уже? Потому что они тут были у нас конючили, что им там хочется... А почему-то... Ага, можно. Что им хочется в душ, им хочется спать. У нас тут музычка играет, в общем, у нас тут своя атмосфера. Я решила, что у нас пекарня будет круглосуточная. Наверное, как-то так. Потому что по-другому не получается. А что у нас здесь за лужа, а? Кошмар какой. В общем, мама там в саду работает, она своими делами занята, Зоя отсыпается, пекарня по факту работает. Как видите, тут... Ой, у нас, оказывается, это вампир был. А вампиры такими толстенькими бывают. Смешной такой толстенький вампирчик. На крови отъелся. И я предлагаю на этом моменте закончить, потому что
А что дальше тянуть-то? В принципе, мы сейчас весь день будем просто сидеть и играть в шахматы, потому что нам нужно докачать логику для того, чтобы открыть последний кабинет. И я очень сильно уже хочу сделать весь ремонт. У меня прям идея фикс. Знаете, вот когда задумываешься над чем-то, и потом все, тебя другие мысли не интересуют. Мы что-то там выполнили, что-то нам предстоит выполнить. Вот, поэтому не пропустите последнюю серию, финальную в этом челлендже. На самом деле будет много финальных серий как раз до Нового года. Я хочу закрыть гештальт и прикрыть, ну, как бы дойти до финала во всех челленджах, которые у меня есть. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк до следующих серий. Пока-пока.